Доктор антропологии Кембриджского университета Говард Рид обнародовал сенсационную научную идею. Она повергла в шок не только ученых, но и миллионы простых обывателей. Краеугольный камень британской мифологии, главный столб европейского рыцарства и образец благородного героя король Артур оказался славянским князем. Точнее, скифо-сарматским. Доктор Рид считает, что король Артур прибыл на Британские острова со своей дружиной в конце II века по соглашению с римским императором Марком Аврелием. Работая в архивах Эрмитажа и изучая скифский эпос и символику, Рид обнаружил поразительное совпадение не только в геральдике, но и в основных культурологических понятиях, таких как Святой Грааль, меч Экскалибур и подвиги странствующих рыцарей. Но, может быть, это просто похожие символы? Эксперты считают, что нет. Внимательный исследователь обнаружит массу деталей, которые доказывают, что наши предки оставили след в истории всех континентов. Принято считать, что коренные жители Африки – это негры. Но оказывается, это не совсем так. Когда ученые стали изучать племена севера Африки, они наткнулись на удивительное открытие. Около половины населения тут – берберы. И это вовсе не арабы или негры. Посмотрите, как они выглядят. Это и есть коренные жители стран Магриба. Сами себя они называют амазахи. Когда этнографы изучили их традиции, они были крайне удивлены. Выяснилось, что амазахи пришли на север Африки неизвестно откуда и когда, но у них светлая кожа, глаза и волосы. Еще большее изумление ожидало исследователей при знакомстве с их культурой. Взгляните, женские украшения, мотивы песен и орнаменты вышивки на одежде идентичны русским народным традициям. Выглядит совершенно как индоевропейцы. Что берберы, что в Китае, что в Индии, арии. Они все с одной деревни, из-под Рязани. Поэтому они выглядят так. Другое дело, когда они уходили там и долго там оставались в Африке. Понятно, если вы в Африке поживете, то тоже на негра станете похожим, потому что там другой климат. Откуда на территории Марокко, Ливии и Сирии взялись люди европейской расы? И когда они туда пришли? Что говорят об этом сами берберы-амазахи? Их завоевывали столько раз, что своих письменных источников у них не сохранилось. Но вот, например, в историческом труде Михаила Ломоносова кое-что об этом есть. Книга называется «Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I или до 1054 года». Там написано, что Русь существовала и в Малой Азии, на территории современной Турции, Сирии и Палестины. Советский историк-академик Михаил Николаевич Тихомиров также отмечал, что в Сирии существовала целая область – Руссия, где жили славяне. И существовала она еще в средние века, во время крестовых походов. Но когда она там появилась? Есть сведения, что амазахи пришли на африканское Средиземноморье намного раньше. Об этом говорится в хрониках соседних народов. Самое раннее упоминание в древнеегипетских папирусах конца IV тысячелетия до нашей эры. Летописи гласят, что страна пирамид тесно общалась с берберами. Были и войны, и торговые отношения, и перемирие. Вот как берберы изображены на египетских цветных барельефах. Заметьте, их кожа светлее, чем у египтян. В поисках родины берберов-амазахов ученые обнаружили зацепку. Это египетский папирус эпохи Рамсеса II. Документу 3500 лет. Египтяне увековечили память о сражениях с племенами белокурых и голубоглазых женщин-воинов. Они называли себя очень созвучно светлокожим амазахом. И чисто внешне были очень похожи. Это были ливийские амазонки. О них много писали древнегреческие историки Гомер и Диодор Сицилийский. Ученые считают, что амазонки и амазахи, скорее всего, происходят из одного племени.
Диодор Сицилийский писал, что самое древнее амазонское царство располагалось где-то в Северной Африке, там, где Марокко, Алжир и Тунис, но исчезло задолго до Троянской войны. Самой известной амазонкой тех времен была Мерина. Под ее предводительством амазонки прошли Египет и Аравию, покорили Сирию, прошли Малую Азию, где основали ряд городов и святилищ. Царица Мерина погибла в бою с большей частью войска во Фракии, это на Балканах. Оставшиеся амазонки вернулись в Ливию, потом куда-то исчезли. Легендарные девы-воительницы были хорошо известны античным деятелям. Полностью воссоздать историю этого женского царства невозможно. Летописцами в те далекие времена были только мужчины, а таковых в государство амазонок не допускали. Но спустя много веков после эпохи завоеваний след амазонок нашелся вновь. В 30 километрах от Ростова-на-Дону, близ развалин античного города Танаис, еще в 1994 году археологами было обнаружено первое удивительное захоронение. Молодая девушка была погребена вместе с оружием. Рядом с ее останками лежали щит и короткий меч Акинак. Кости ног девушки оказались искривлены от постоянной езды верхом. Явный признак принадлежности к воинам-кочевникам. На сегодняшний день здесь обнаружено уже около 800 древних захоронений. Найдены останки целого отряда дев-воительниц. Здесь сотни захоронений, в том числе и женщин с оружием здесь были захоронения. Так что этот комплекс, и вот на этом участке, в будущем музейном проекте, все это будет показано, развернуто, рассказано. Неужели загадочная Амазония находилась в низовьях Дона? Старший научный сотрудник археологического музея-заповедника Танаис Валерий Чеснок в этом нисколько не сомневается. Он убежден, что девы-воительницы жили на территории России, причем было это по историческим меркам в недавнем прошлом. На карте, составленной в XVI веке для императора Карла V Габсбурга, еще обозначена страна Амаксоним. Река Дон называлась река Амазонок в древности. И на старинных картах средневековых иногда так пишут: река, Амазонская река, река Амазонок. Но где корни загадочного племени амазахов-амазонок? И куда они исчезли потом? Директор Американского центра по изучению евразийских кочевников Джанин Дэвис Кимбелл всю свою жизнь ищет ответ на этот вопрос. В распоряжении американки оказался уникальный ДНК-материал, полученный еще во время археологических раскопок, которые проводились в СССР на берегах Волги и на Южном Урале. Масштабное генетическое исследование, проведенное Дэвис Кимбелл, показало, что за прошедшие столетия дочери русских амазонок расселились за тысячи километров от древних поселений своих праматерей. Анализ ДНК одной монгольской девочки, Мирамгуль, показал, что у нее и ее матери был такой же аллель, гаплотип, что и у женщины, останки которой мы извлекли из земли в Покровке. У Мирамгуль довольно светлые волосы, и у нее были веснушки. Она совершенно очаровательна. Она помогала родителям ставить юрту. Она могла ездить верхом, как взрослая. Она типичная представительница кочевого народа. Можно сказать, что она самая настоящая амазонка. Белокурые волосы и веснушки, не свойственные монголоидам, по словам доктора Дэвис Кимбелл, это прямой признак родства с древними амазонками, которые пришли сюда с севера. Ученые признают, что на протяжении тысячелетий амазонки жили на обширной территории современной России, от Дона и Волги до юга Уральских гор. Солидное научное издание, американский журнал генетики человека, опубликовало результаты исследования русского генофонда. Его провели российские и эстонские генетики. Результаты оказались крайне неожиданными. Ученые подтвердили, что в славянских генах нет ни малейшей примеси не только монголоидной расы, но и негроидной тоже.
что было бы невозможно, если хотя бы одна из ветвей, например, Амазахи и Амазонки, зародилась в Африке и только затем заселила Евразию. И то, что Африка нам не родина, недавно подтвердили археологи. Переворот в науке произвела статья в журнале Science, в которой профессор университета в Болдере, Колорадо, Джон Хоффекер доказал, Homo sapiens появился в среднем течении Дона намного раньше, чем где бы то ни было еще. Ученый сделал этот вывод на основании исследований стоянки древних людей в Костенках Воронежской области. Джон Хоффекер опубликовал в журнале Science статью, которая звучала так: «Первый европеец родом из Костенок». Эта статья базировалась на его 5-летней работе здесь у нас в Костенках и на датировках, которые он и Вэнс Холлидей, его товарищ, его коллега из Америки, произвели по результатам исследований. И эти результаты оказались ошеломляющие. То есть возраст существования человека разумного здесь, на территории Костенок, очень резко удревняется. Американец Хоффекер выяснил, первые европейцы заселили эту местность 50-60 тысяч лет назад. И самое поразительное, это действительно были разумные племена. Но 50 тысяч лет – это гораздо старше любых кроманьонцев в мире. Получается, что под Воронежем люди живут почти в 2 раза дольше, чем в Западной Европе. И выяснилось, что нет на Земле стоянок человека древнее, чем вот у нас на нашей территории. И это, конечно, перевернуло. Это просто сознание у всех ученых мира. Исследователи установили, что обитатели этих домов умели производить орудия труда, охотились, занимались собирательством, строили жилища, имели вполне налаженный быт и жили сообществом. Основным источником жизни были мамонты. В этой местности их обитало огромное количество. Люди охотились на них, из шкур шили одежду, питались добытым мясом. В ход шли и кости этих животных, из них строили дома. На постройку дома уходили кости примерно 40 животных. Это большие города. Это не один там дом, это там поселки большие, поселки по-нашему. Там много всяких изделий из мамонта кости, очень много там таких макаш, такие куколки. Эти макаш мы находим и в Индии, и в Америке, и везде, по всему миру. И такие маленькие куколки из беременные такие женщины. А там их просто россыпь. Это какой-то такой... Это та архаичная история. Не менее удивительные данные были получены в Денисовой пещере на Алтае. При раскопках обнаружено более 20 культурных слоев и собрано более 80 тысяч экспонатов, некоторые из которых уникальны. Главным результатом стало обнаружение представителей неизвестной ветви в истории развития человечества, возраст которой определяется промежутком от 30 до 60 тысяч лет.